Всем привет! Вы на канале MeTravelBuy, и в этом видео речь пойдет про мой одиночный поход на самую высокую точку польских Татр – гору Рысы. Всем доброе утро. Сейчас у нас 4 часа 19 минут, и я стартую на Рысы. По ходу дела буду рассказывать, как едем, какой план, куда успеваем, сколько что стоит, ну и так далее. Ну что ж, погнали! Выехали сейчас, туманище такой, прям капец-капец. Видимость где-то метров 100-150. Сейчас у нас 4:45. Выехал чуть позже, чем планировал. Ну что, сейчас у нас 5:13. Заскочил на Макдональдс на быстренький завтрак, потому что я уже так сваливал по-быстрому, чтобы быстрее начать движение. Навигатор говорит нам ехать 2 часа, то есть это где-то я к 7 буду на месте, но это типа с опозданием уже почти на целый час, чем я так вот изначально планировал. Вот, поэтому посмотрим. Ну и ваше здоровье. Сейчас офигенно красивый рассвет. Едем уже по лесной дороге, по вот этим извилам. По дороге внезапно было -3, -4 температура несколько раз. Сильный туман и -4, но я не был готов к таким капризам судьбы. У меня все еще летняя резина стоит, но благо, что все обошлось. Ну что, я прибыл на место, но тут произошла легкая оказия. Я вчера оплатил паркинг Лысая Поляна, но, честно сказать, это был мой bad. Я думал, что я свято верил, что это самый близкий к выходу, уже туда, на дорогу на Морское Око. Оказалось, это не самый близкий, это почти на границе с Словакией. Вот, я приехал сюда, но мне повезло, я раненько приехал, мест свободных было еще полно, вообще пустая парковка, но пришлось заплатить еще раз. Все это мероприятие стоит 55 злотых. Тут мне отфотографировали номера и удалось оплатить карточкой. Но это только лишь потому, что я приехал очень рано. Сейчас еще даже нету, сейчас еле-еле 6 часов, сейчас 6:15 буквально. То есть руководитель парковки, так сказать, сказал, что через 15 минут тут уже все битком будет. Поэтому нужно учитывать этот момент. Ну, в идеале, конечно, покупать это все дело онлайн. Начинаю сейчас движение. Литерально еще пока ничего не произошло, но у меня такие эмоции, как будто я уже сходил. Так что надо идти, надо торопиться. Сейчас у нас 6 часов 51 минута. Изначальный план был в 8 уже быть возле Морское Око, но, скорее всего, все это движется на час. То есть, короче, если я к 9 попаду на Морское Око, это будет очень хороший результат. Короче, погнали. По дороге буду рассказывать. Отошли на кассу. Сейчас надо будет оплатить входной билет. Нормальный билет стоит 10 злотых. Температура сейчас -2 градуса. Не жарко нифига. Народу сегодня действительно много. Честно скажу, я ожидал, что народу будет меньше. С учетом того, что сегодня вторник, ну и уже погода такая, не фонтан. Я думаю, что ближе часам к 10 здесь опять будет толпа, поэтому надо ускоряться. И немного информации про сам маршрут. Сам маршрут можно разделить логически на 3 части. Стартовать, например, с парковки Поленица-Бельчанска до Схрониска на Морское Око. Это займет несколько часов, и дистанция составит примерно 7,5 километров. И вы выйдете на высоту примерно 1390 метров. Вторая точка – это Черный Став под Рысами. Дистанция там будет порядка 9 километров и высота 1583. Ну и крайняя точка уже непосредственно Рысы.
высота 2499 метров на польской стороне или 2503 метра, если вы зайдете с словацкой стороны. И расстояние от парковки будет примерно 13 километров. Каждый из этих маршрутов можно рассматривать как полноценный отдельный маршрут на один день или более дней, если вы забронируете себе ночевку, например, в том же Схрониска возле Моrskie Oka. Так, сейчас у нас 7 часов 22 минуты, мы уже на высоте 1105. То есть, в принципе, еще только полпути. Подходим к первой промежуточной точке. Это такой, как бы, маленький кемп. Можно отдохнуть, присесть, если есть желание, устали. Так, мы подошли к первому крупному промежуточному пункту, не доходя до Морского Ока. И вот здесь интересный момент. Можно идти вон дальше сюда вперед, вон туда, либо свернуть вот сюда. Вот это первый такой, как бы, срез на дороге, то есть можно идти кругом, а можно срезать вот так. Лично я предпочту себе короткий путь. Вот, по камушкам. Я всегда здесь хожу по этому пути, когда приезжаю. Имею в виду по короткому. Вообще, на самом деле, если так посчитать, я здесь уже на этом маршруте 4-й раз. Вот, и Схрониска возле Морского Ока, это будет то место, куда я доходил уже 4 раза. Дальше наша следующая точка будет Черный став над Рысами. Там я был 1 раз. Вот. А все, что после него, для меня это уже такая, назовем так, серая зона, потому как я видел ее в видео, много читал про нее, но сам пока не был. То есть буду идти смотреть. По снаряжению я взял вообще все, что только можно было. Кошки, обвязку, систему Давиоферат, потому что сейчас погода непонятная, какой-то ледок лежит вот у меня под ногами. Поэтому надо будет смотреть. Ребята тоже идут. По ходу дела ситуация такая же, как у меня. Взяли с собой все, что только можно было. Передо мной ребята вот шли, у них даже ледорубы с собой были. Ну, может быть, они, конечно, не идут непосредственно на Рысы. Вот, может быть, они куда-то дальше идут. Но собрались они там вообще просто очень серьезная веревка с собой у них там. В общем, интересно. То есть вот это короткий путь. Получается, что мы вот сейчас выходим. И дорога идет вот в то направление. Либо мы можем продолжить по короткому. Я пойду снова по короткому. Идти придется вот по таким камням. То есть если у вас есть хорошая, скажем так, если у вас с собой хорошая физическая форма, то в принципе ничего сложного не будет. Так, мы вышли на такой большой паркинг. Вот, и этот паркинг нам говорит о том, что уже, собственно, да, Схрониска на Морском Ока осталось совсем чуть-чуть. То есть, в принципе, можно сказать, что мы уже почти пришли. Сейчас у нас в ближайшем обозримом будущем будет с правой стороны довольно большое, не знаю, это Схрониска, не Схрониска, там точно ресторан есть. Буквально там, не знаю, может, километр какой. Вот, и практически сразу после него уже будет Морское Око, где мы, по сути, сделаем первую остановку. Так, ну вот с правой стороны получается у нас ресторан, который я упоминал вот буквально недавно. Здесь есть хорошие уже оборудованные туалеты. Туалет платный, вот я вижу 4 злотых или 1 евро.
Вот. То есть здесь, в принципе, можно отдохнуть неплохо, так если вы уже устали. Ну что, вот тем временем мы добрались до Храниска на Морске Око. Вот. Интересно то, что вон та горка, к которой мы сейчас подходим, которая замощена камушком, зимой засыпая снегом, она замерзает. И бывают такие ситуации, что туда вот эти вот 20 метров последние пройти бывает не так и просто. Итак, время 8:33. То есть получилось на 27 минут лучше, чем я планировал. Ну что, я очень надеюсь, что тут уже будет сейчас все открыто. Пойти посидеть, немножко передохнуть, пуховик внутри посушить. У меня пуховик внутри просто вообще как будто вода. Я сейчас нахожусь в Схрониском ПТТК. Отличное место для того, чтобы отдохнуть. И выдвигаемся в следующую точку. Это точка номер 2. Черный став под рысами. Надо будет для этого пройти 2,5 километра, ну и набрать где-то порядка 250 метров. Сейчас вот я взял себе вкусняшечку такую. Еда в этом Схрониске довольно дорогая. Например, шарлотка будет стоить 15 злотых. Если взять что-то посерьезнее покушать, например, там суп какой-нибудь там, или колбасу, то это надо готовить где-то 50-80 злотых. Поэтому учитывайте. И очень важный момент, все только наличкой, никаких карточек, ничего, то есть только наличкой. Поэтому этот момент тоже нужно учитывать. Мы сейчас находимся на 2-м этаже этого ПТТК с Хрониском. Внутри, конечно, очень круто здесь, прям такой дачный дом. Не уверен, что здесь можно находиться без резервации, поэтому лучше мы, наверное, не будем тут задерживаться. Выхожу ко второй части. Сзади меня Морское Око. Это жестко пересвеченное. Навигатор говорит мне идти туда примерно 1 час. Сейчас вроде погода улучшилась, так что все будет, я думаю, что очень хорошо и красиво. Короче, инфа такая. Только что пообщался с какой-то женщинкой. Она там в спа-службе кем-то служит. Сказала, что что-то там на верхотуре есть какие-то вопросы. За последние несколько дней уже там кучу народу поснимали. Вот. Куча народу там отказалась уже идти. В общем, хз. Ну, пока идем. Летает вертолет постоянно. Понятно, он там кого-то снимает. Или он просто контролит, что там происходит сейчас. Потому что я так понимаю, что действительно есть там какие-то вопросы. Навигатор говорит, что мне осталось около километра до Черного става. По дороге начинаю встречать уже ребят. Пообщался тут с 2 ребятами. Сказали, что тоже идут на рысы, но у них с собой нету кошек. Вот. И такие типа, ну докуда дойду, до туда дойду. Один сказал, что ходил тут вчера, правда, на какую-то соседнюю гору, я не запомнил, как называется. Сказал, встретил медведя, пошел обратно. В общем, такая себе перспектива в целом. Ну, что могу сказать, так вот, как промежуточный результат. Если у вас нету каких-то там опытов походов, сюда идти будет не супер легко, потому что мой пульсометр иногда показывал 170. Но я иду, правда, довольно быстро, поэтому, возможно, поэтому, но тем не менее. Ботинки хорошие, трекинговые, это must have. Палки, ну, желательно иметь. Ну и одеваться правильно. Обязательно солнечные очки, потому что здесь почти все время есть солнце.
Вот, в общем, да. Сейчас я уже видел ледик, то есть это говорит о том, что выше будет прям лед-лед, снег-снег. Соответственно, сейчас надо будет одевать уже и шлемы, кошки и все остальное, чтобы голову себе не пробить. Дорога вдоль Черного става вот так вот выглядит. То есть тут надо идти максимально осторожно. Уже видел ребят, которые шли в шлемах. Я пока шлем не одевал. Но чувствую, что надо будет скоро одеть, потому что есть местами камушки во льду, местами камушки под снегом, потому что я пока шел вот буквально несколько минут назад, я шел чуть с другой стороны. Это была солнечная сторона. Сейчас я зашел непосредственно, тут ко мне падал, непосредственно теневая сторона. И в теневой стороне могу сказать, что здесь минус. Прям такая резкая смена. Если меня тут уже прижаривало, то сейчас здесь прям вот, ну реально руки прям леденеют. Так, ну вот начинаются так называемые зигзаги. Там вдали видны люди, и мне надо попасть вот сюда. Мы уже находимся на высоте 1675, то есть, в принципе, осталось всего буквально какая-то 1000 метров, 900. Позади меня черный став под рысами. Вот, то есть, выглядит он очень красиво. Это прям вообще пушка, я никогда не видел его таким красивым. Хотя на самом деле здесь второй раз, так что можно сказать, пацан, да что ты видел? Вот, но, да, нагрузки на самом деле здесь большие, я бы сказал, очень высокие. Необходимость одевать шлем я пока не увидел, но фиг знает, посмотрим, что будет дальше. Для меня только единственное, пока меня искушает одеть шлем, чтобы камеру поставить, чтобы побольше записать, как здесь идет подъем. Итак, высота уже 1900. Почти подошел, можно сказать, вплотную подошел уже к цепям. Их уже, может, в принципе, даже, наверное, видно за моей спиной. Вот. Холодает, прям сильно холодает. Идти вообще непросто. Это такой абсолютно новый экспириенс для меня. Такого раньше я, ну, типа, не испытывал. Довольно интересно. Чем-то похоже на подъемы на Tour du Mont Blanc. Кстати, кто не смотрел видео, могут посмотреть на нашем канале. То есть это то же самое, только еще лед и холодно. Там было просто жарко, а тут как бы холодно. Вот. Ну, интересно. Уже куча народу идут навстречу. Вот. Не так, что дофига идут туда, поэтому, в принципе, много шансов, что я смогу там нормально. И почти все говорят, что если кошек нет, типа, не пройдешь. То есть, как бы, без шансов. Хорошо, что я взял с собой кошки. Но не знаю, о каких кошках идет речь. У меня такие обычные, по сути, трекинговые кошки с маленькими зубцами. Вот, может быть, там ребята именно про альпинистки на больших зубах говорят, поэтому если про большие зубы, то я тоже не пройду. Ну, посмотрим. Высота 2031. То есть уже вон там видны вершинки других гор. Тут началась реальная дичь. И как тут подняться-то, а? Расскажите. Йоу!
Как тут люди ходят без кошек, я не представляю. Это какой-то живой лед. Высота у нас 2,091. Чем дальше, тем все стало сложнее и сложнее набирать высоту. Я возле цепей. Цепи выглядят, собственно говоря, вот они. Вот она цепь. Такой вот абсолютно обледенелый склон. Ну, попробую, не знаю, что это будет. Если буду видеть, что ни хера этого не пойду. Короче, отмеченный маршрут тупо закончился. Что в порядку? English. English. Everything is okay? Just tired. Just tired. Yeah. Very tired. I know. I'm in your way. Yeah. Be careful. Yep. Good luck. Ну, короче, я сейчас на высоте 245. Короче, не знаю. Впереди у меня, сейчас покажу, что у меня впереди. Впереди у меня вот такая тема. Вот, и что с ней делать, пока непонятно. Обещанных цепей я что-то пока я видел один маленький крошечный отрезочек с этими цепями. Возможно, я иду протоптанной дорогой, возможно, тут челы специально не шли по цепям, и хер знает. Ну, короче, еще немного пройду, посмотрю, если не наладится эта история, надо будет двигать назад, потому что что-то пошло. Где-то я свернул не туда, в прямом смысле. Так, оказывается, я шел не по тому маршруту. Вершинка, вон она, чуть-чуть осталась.
Пипец, как ты непросто, ребята. Так, вот сейчас позади меня значок, который обозначает то, что я сделал это. 2468, 14:21. Сейчас 2 часа 40 минут, и мне уже пора двигать вниз. Сидел, посмотрел, какие-то нереальные эмоции, такие, вот когда ты долго хочешь чего-то, прям вот очень стремишься к этому, потом ты как-то вот взял и сделал это внезапно. Вот такие. Ну что, теперь осталось самое сложное — спуститься вниз. Идем вниз. Bye. Так, быстрая переодевалка. Одеваем. Ой, какие, боже, какие приятные перчатки, теплые, сухие. Ой. Так, эти приятные во всех отношениях кошечки снимаем.
Оп-оп. У меня есть теперь свой воробей-проводник. Он идет передо мной уже, я не знаю, сколько времени. Ну вот я наконец-то снова и на черном стаю под рысами. Сейчас у нас 5:30. Мне надо постараться сейчас выйти с хрониска ПТТК на Морском Оке до 6:30, пока не стемнело. Вот и снова Морский... О, чуть не упал. Морское Око. Фух. Рысы сколько говорят? 3 часа 50 минут. Ну, кстати, плюс-минус. Дуйбл за 3 часа 50 минут, кстати, туда зайти. Я примерно, кстати, так и зашел. Ух. Короче, осталось уже чуть-чуть. Сейчас надо завалиться с хрониска. Надеюсь, оно еще открыто. Что-нибудь там взять, может, перекусить, попить. И гнать дальше до машины уже. Ну что, я вернулся обратно. Туда, откуда начинал свой утренний маршрут. Сейчас вот ем всякие вкусняшки и буду выдвигаться дальше на парковку. Сейчас у нас уже 18:35, стемнело. Ну что ж, на этом месте, к сожалению, камера тоже села. В тот день устал не только я, устали обе мои камеры. К слову сказать, весь поход я снимал на 2 камеры. Обе камеры DJI, Pocket 3 и Action 5 Pro. Обе камеры я приобрел прям буквально за 2 дня до, поэтому, возможно, были какие-то неточности в их использовании, так как это была новая техника для меня, но тем не менее. К слову говоря, это вообще абсолютно не реклама. С учетом того, что камеры разрядились и на улице наступила полнейшая темнота, я думаю, что все равно ничего толкового я бы там не снял, но в хронологическом порядке все происходило примерно таким образом. В 7 часов вечера я покинул ПТТК, в 9 часов вечера я уже был возле машины, и в 11 часов вечера я уже благополучно приехал домой. Таким образом, мое путешествие началось в 4 часа утра, и в 11 часов вечера того же дня я уже был дома. Что касается обратного пути, собственно говоря, путь в ту сторону, в сторону Морского Ока, было видно в первой части, поэтому, в принципе, я думаю, что вы уже представляете, как это выглядит. И, собственно говоря, путь был вниз, но осложнялся тем, что была полнейшая кромешная темнота. Вот, и благодаря тому, что у меня был хороший налобный фонарь, я без проблем преодолел этот маршрут, но по пути я встречал ребят, которые шли без фонариков, и я не представляю, как они двигались, потому что темнота была просто кромешная, и можно сказать, что я на ходу, на бегу на них налетал. Вот. Интересно то, что я потом ближе к выходу познакомился с ребятами, которые вышли где-то примерно на 20 минут раньше меня, вот, которые сказали, что буквально в 100 метрах от схрониска с левой стороны есть мусорки, и медведь, медведица и 2 медвежат, тот что-то там ели. Я думаю, что если бы я шел без наушников и увидел этих медведей, то к машине я бы пришел не в 9 вечера, а в 8. Итак, что касается самого маршрута. Посоветовал бы ли я кому-нибудь пройти этот маршрут? Разумеется, да. Но единственное, что возможно, если это ваш какой-то такой первый более-менее серьезный поход, и вы не супер там какой-то походник, то, возможно, для первого раза я рекомендовал бы идти не весь маршрут, а, возможно, треть или 2/3, про которые я говорил в видео. Либо, как вариант, возможно, имеет смысл все-таки забронировать номер в схрониска в этом горном отеле,
И все-таки, например, первый день прийти отдохнуть, может быть, сделать некую там радиалочку до Черного става под рысами, и уже потом, отдохнув, рано встав, двигаться на рысы, потом вернуться обратно спокойно поночевать, как в принципе делало довольно много ребят. Я видел целую группу, когда вечером там ужинал и отдыхал. Вот, поэтому, в принципе, я думаю, это такой довольно щадящий вариант, потому как, в принципе, я вернулся домой, доехал, но я доехал домой полностью на адреналине, я прям еще, наверное, потом часа 4 заснуть не мог, потому что у меня прям адреналин в крови вот так вот шипел. Вот. И следующие, наверное, 3-4 дня я просто был вымотан просто вообще в ноль. Мне было настолько тяжело, потому что, ну, это реально сильная нагрузка в силу того, что я не являюсь каким-то там супер походником, там, каким-то супер атлетом, поэтому мне было довольно трудно. Понравился ли мне маршрут? Маршрут мне, разумеется, понравился. И, как я уже говорил в видео, это было моей мечтой в течение некоторых лет. Я все время там стремился, но по ряду причин я не мог попасть на маршрут, я не мог попасть на рысы. И, в принципе, это, ну, реально, я осуществил свою давнишнюю мечту. Какой, наверное, совет я бы хотел дать? И чем я вообще руководствовался и что преследовал в этом видео, это показать, что все-таки данный маршрут не является там супер простым, и он не является там супер безопасным, как могло бы показаться из различных пабликов Instagram и так далее, и так далее. То есть в моем случае это был довольно трудный сезон, это было такое межсезонье непонятное, плюс-минус, разумеется, если вы запланируете этот поход летом, он будет, вне всякого сомнения, проще, но нужно учитывать такой момент, что довольно много людей идут в летний сезон, и таким образом вы встретите другие проблемы, такие как довольно много людей, вам придется стоять в так называемой пробке, как видно в видео, встать и постоять, отдохнуть там особо негде, потому что дорожки узкие, дорожки местами отвесные, где-то цепи, где-то там что-то, поэтому, в принципе, нужно учитывать этот факт. Обязательно нужно хорошо экипироваться, брать с собой воду, обязательно иметь с собой аптечку, правильно одеваться, правильная обувь и так далее, потому как даже несмотря на то, что было межсезонье, было холодно, был лед, я встречал людей, которые шли в простой обычной городской одежде, в джинсах, в кроссовках, в каких-то непонятных там чуть ли не шубах. Разумеется, для них это было мучение, то есть и это максимально небезопасно. Как я узнал спустя несколько дней, как раз таки на протяжении, ну то есть вот в диапазоне дней, как раз когда я был, проходил 12 спасательных операций, 3 из них со смертельным исходом, что говорит о том, что данный маршрут не является какой-то легкой прогулкой и стоит, ну, в общем-то, еще раз задуматься, стоит ли это вообще, нужно ли это вам и стоит ли это вообще делать. Ну и желаю удачи. Спасибо за просмотр.